Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю нежный, сочный и очень сырный хачапури на сковороде, без замеса теста. Можно сказать, ленивый. Просто смешиваем творог, яйца и сыр. На столе ароматный хачапури с тянущимся сыром. Идеальный вариант для быстрого завтрака или ужина, когда хочется чего-то такого теплого, домашнего, такой вкусной лепешки. Для рецепта мне понадобится на крупной терке натру кусочек сыра моцарелла. Можно использовать и другой твердый сыр, который хорошо плавится. Отлично сюда подойдет сулугуни. Я использую довольно много сыра. Хочу, чтобы хачапури получился такой с тянущимся сыром. Конечно, если вы хотите, вы можете немного уменьшить его количество. Готовлю тесто. В миску выкладываю творог. У меня творог домашний. Как сделать его, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. И посмотрите, у меня творог очень нежный и мягкий. Если у вас творог сухой, можно добавить к тесту 1-2 ложки сметаны. Разбиваю в миску 3 яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 65 граммов. По вкусу добавляем соль. Соль используйте в зависимости от того, какой у вас сыр. У меня сыр моцарелла, он не очень соленый. Добавляю часть сыра. Немного сыра я оставлю. Хочу сделать тянущуюся серединку. Но если вы не хотите, вы можете сразу весь сыр добавлять в тесто. Хорошо все перемешиваю лопаткой. У меня сегодня ленивый хачапури. Для него не надо отдельно вымешивать тесто и готовить начинку. Все очень просто. Также я добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Я использую оливковое. Можно использовать и любое другое растительное масло без запаха. Так тесто получится еще вкуснее. Перемешиваю. И теперь просеиваю муку и разрыхлитель. Перемешиваю. И тесто готово. Оно не должно быть слишком плотным. Консистенция как густая сметана. Выпекать лепешку я буду на сковороде, диаметр по дну 21 см. Застелила дно пергаментной бумагой, чтобы лепешка не прилипла. Выкладываю примерно половину теста. Распределяю. Теперь сверху выкладываю сыр. Как я уже сказала, если вы не хотите делать вот такую сырную прослойку, просто этот сыр добавляйте в тесто. Теперь сверху выкладываю оставшуюся часть теста, накрываю сыр и разравниваю. Теперь я закрываю сковородку крышкой, включаю нагрев чуть ниже среднего и готовлю лепешку примерно 15-18 минут. Периодически сковородку я вот так двигаю по плите, чтобы хорошо прогревались и бока, и середина. Периодически поднимаем крышку и убираем конденсат бумажным полотенцем. И проверяю мою лепешку. Вот так вот немного прохожусь по краю и смотрю. Надо еще немного. Посмотрите, на поверхности уже появляются вот такие пузыри. И с краю лепешка уже чувствуется, что она уже пропекается. Я так периодически подглядываю снизу, чтобы ничего не подгорело. Еще чуть-чуть и буду переворачивать. У меня прошло примерно 20 минут. На поверхности еще есть сырое тесто здесь посередине, поэтому переворачивать лепешку я буду при помощи пергаментной бумаги. Закрываю сверху пергаментом, сверху тарелка и переворачиваю. Возвращаю сковородку на плиту и перетягиваю мою лепешку. Аккуратно все поправляю и снимаю вот эту пергаментную бумагу. Вы только посмотрите, какая красавица лепешка получается. Хачапури будет великолепный. Снова закрываю крышкой и готовлю еще примерно 5-7 минут, чтобы снизу лепешка тоже хорошо подрумянилась. Также удаляю с крышки конденсат. Лепешка готова. Снимаю ее со сковородки. Я беру просто за край пергаментной бумаги и перетягиваю. Посмотрите, какая красавица лепешка получилась. Конечно, сразу горячие хачапури подаем к столу. Как это вкусно, когда тянется сыр. Разрезаю. Вы видите? Уже сыр тянется. Вот такая красота получилась. Это самый вкусный ленивый хачапури. Лепешка великолепно пропеклась и снизу, и сверху. И посмотрите только на это великолепное тесто. И как много сыра.
А как мы знаем, сыра много не бывает. Поэтому готовим такую лепешку и наслаждаемся. Это самый вкусный хачапури. Самый сырный, самый нежный. Обязательно его приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!